Здравствуйте, товарищи! Мы начинаем новый сезон программы «Радиомитинг» на «Авроре». В студии Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров. Здорового человека», член КПРФ. Георгий, приветствую. Здравствуйте, товарищи. Хорошо, что вышли из отпуска, я соскучился. Да, тоже месяц не выходила программа. И вот новый сезон. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков. И мы, как всегда, отвечаем на вопросы подписчиков закрытого телеграм-канала «Радио Аврора». Открыть его для себя очень просто. Подписывайтесь и получаете доступ к прямой связи с нашей редакцией, с нашими спикерами. Ну что же, поехали. Первый вопрос от Сергея. Несколько недель назад в СМИ сообщили, что ФАС завела 15 дел против участников рынка нефтепродуктов в регионах Российской Федерации. Хозяйствующим субъектам выдали 38 предупреждений по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Как думаете, много ли еще предстоит разбирательств касаемо этой темы в остальных регионах России? Ну, сейчас эта тема не настолько остра, как была еще, там, условно, месяц назад, когда был вот этот так называемый топливный кризис, и, соответственно, я могу понять, когда на некоторых заправках вообще не было бензина, они были закрыты, проставили, ну, потому что, действительно, так скажем, удар по московскому НПЗ, он вызвал довольно-таки серьезные перебои с топливом. Но вот мы видим параллельно с этими процессами, там стали появляться определенные заправки, где цены там на 10, на 20 рублей стали дороже одновременно. То есть вот такой скачок цен, он вызван только тем, что есть определенные спекулятивные настроения, когда, так скажем, собственник хочет заработать на кризисе и, понимая, что бензина меньше, дефицит, соответственно, он повышает цены необоснованно. А, как правило, на топливном рынке происходит сговор между разными игроками. И, соответственно, мы видим, и я думаю, что ФАС в этом отношении тоже заметил, что это системная проблема, которая, так сказать, особенно в некоторых регионах нашей страны, вылилась в безобразные цены. И поэтому ФАС выступил с вот этими вот предупреждениями, соответственно, предписаниями и так далее, потому что я думаю, что просто высшее руководство нашей страны поняло, что это не просто какой-то дефицит, а это может ударить по государственной безопасности, по социальному самочувствию. Мы видели драки на, так скажем, столкновения или какие-то там какие-то конфликты на заправках, и поэтому была четкая и ясная дана команда, что тем спекулянтам, которые пытаются взвинтить цену, надо показать им свое место. Я скажу больше, что здесь, конечно же, все равно те заправки, которые более-менее работали, это вот Лукойл и Роснефть, там тоже произошло такое довольно значительное повышение цен. И очень интересно, что там до вот этого кризиса 56-50 рублей, всем автомобилистам казалось, что это, так скажем, такое очень, очень дорогое удовольствие. Бензин подорожал очень сильно, когда, так скажем, больше 70 рублей, 71, 74, 76, в зависимости там, от этих всех, стал бензин повышен, но он был. Я видел, что люди, так сказать, даже благодарили Роснефть, Лукойл, что вот, хорошо, что хоть бензин есть. То есть на этом кризисе, даже вот в этом формате, Роснефть не просто, так скажем, получал там приоритетное топливо, но и довольно-таки тоже неплохо заработал, потому что моментально был перераспределен рынок в сторону вот нескольких таких больших сетей. Игорь Иванович Сечин, я думаю, что очень-очень-очень сильно хорошо позаработал. Есть ли основания прогнозировать повторы подобных? Я думаю, что если будет что-то подобное с точки зрения, так скажем, там опять налетов или каких-то кризисов, то ФАС, я думаю, уже получил команду, чтобы держать руку на пульсе. Поэтому я думаю, что будут какие-то такие, пока, возможно, локальные предъявы, назовем это так, в некоторых регионах России, где спекулянты уж совсем, совесть потеряли. Угу. Второй вопрос от Сергея про несколько новостей о приговорах организаторам каналов незаконной миграции в Петербурге, Калининграде и Челябинске. Как думаете, началась серьезная работа в этом направлении или это просто устраивают показательные мероприятия? Я думаю, что это показательные мероприятия, потому что если бы, например, началась бы серьезная работа, то мы вот эти вот там процессы
видели бы по всей стране, потому что понятно, что у нас не только в Калининграде, не только в Ленинградской там, области, в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, там какие-то проблемы с миграцией, мы видим, что огромные проблемы в Москве, мы видим в других огромных регионах, в Подмосковье и так далее. То есть если бы это было какое-то системное решение, то мы бы это видели на уровне федеральном, а не на региональном или локальном. Поэтому я думаю, что это такая какая-то показательная история. Возможно, там некие там в регионах настроения, которые требуют удовлетворения вот этих вот действий жестких по отношению к мигрантам. Более сильные, там, чем в других каких-то регионах, где это не касается. Но в целом это система, которая у нас работает по завозу мигрантов, фактически, да, у них там усложняется постоянно законодательство с точки зрения их здесь легализации, но мы видим, что ситуация не меняется, а наоборот, ухудшается. Это говорит о том, что это системная проблема, которую системно надо решать. Соответственно, есть разный опыт, например, решения таких проблем. Есть белорусский опыт, когда то или иное предприятие, которому необходимы работники, это предприятие, во-первых, четко понимает, на какую позицию какой работник приедет. То есть это не просто завозит какую-то толпу и там думает, пойдешь ты туда, пойдешь сюда. То есть людей завозят организованно, им предоставляются социальные определенные гарантии, чтобы они там нигде по подвалам не шастали и так далее. Все это в рамках закона, и самое главное, что работодатель отвечает за каждого работника с собственной головой, назовем это так. То есть после того, как эти работники отработали, эти работники, уже у них есть билет обратно, соответственно, они сюда приезжают именно поработать, заработать, и, соответственно, не сюда, в Беларусь, сюда, и сразу же уезжают. А не как у нас, например, когда сюда завозится какое-то огромное количество мигрантов, которые поработали, после этого стройка закрывается, их выгоняют, и они шатаются здесь по нашей Москве или там, по Подмосковью или другим регионам, и, соответственно, ищут, где бы еще что-то там подколымить, подработать. Конечно же, такая масса этих мигрантов, она попадает в руки всяким экстремистам религиозным, всяким этническим криминальным группировкам. Ну и вообще то, что среди мигрантов криминальная составляющая очень высокая, по-моему, это уже даже Бастрыкин говорил неоднократно. Вот. Есть второй вариант решения вопросов с миграцией с точки зрения именно системности. Это, например, введение виз. Это вот как минимальный барьер, который позволит, чтобы те мигранты, которые сюда приезжают, проходили определенную проверку еще до того, как они сюда попали. Ну и так далее, там подобное. Это, в принципе, такой системный подход, который нужно использовать. Поэтому вот эти действия, они, к сожалению, носят такой, показательный характер, скорее. А вот введение виз, казалось бы, вполне себе цивилизованная, даже либеральная форма контроля, действительно. А почему не вводится? Что мешает? А я думаю, что есть определенные, возможно, даже негласные договоренности со странами, которые сюда поставляют мигрантов, чтобы здесь можно было приехать. Ну, понятно, что там есть ЕАЭС, есть всякие там таможенные и другие, так скажем, вещи. Например, там Россия и Беларусь — это вообще союзные государства, там визы не нужны. И вообще там очень много всего общего. Но, тем не менее, я думаю, что это такая продуманная политика по экспорту в нашу страну например, из тех стран, которые неблагополучны с точки зрения работы, с точки зрения уровня жизни и так далее, экономики, для того, чтобы эти люди были заняты здесь, и, соответственно, там для них не было бы угрозы. Потому что я был, например, в командировке в Таджикистане. Вот, на выборах, я помню, там были выборы, и мы там как наблюдатели туда приехали, и вот мы в Душанбе идем, и там в центре есть вот президентский дворец, и большой-большой-большой такой вот, как не сад, а какое-то такое, территория вокруг там, да. И мы там стоим, смотрим, собралось очень быстро человек 15 молодых людей. Без бороды, без ничего, просто 15 там. Что-то между собой разговаривать. Сразу подъезжает полицейская машина, а что вы здесь делаете, а почему вы здесь собрались, начинают проверять и так далее. То есть, видимо, в Таджикистане, например, там такое количество безработных и много пассионарных молодых людей, что они могут предоставлять угрозу. Я думаю, что это вот такие действия в угоду местным властям, Россия, как всегда, так скажем, протягивает руку, чтобы там была стабильность, а то, что у нас будет нестабильность, это как-то нашим властям все равно. Вот. То есть я думаю, что это именно поэтому не вводят визы. Поэтому. Да, вопрос системный, действительно.
как вот был раньше мем, нельзя просто взять и украсть лес. Вот нельзя просто взять и решить миграционный вопрос без того, чтобы решить весь комплекс системных проблем. Это нужно понимать. Хотя вот уже закончивший работу созыв Госдумы принял целый пакет ужесточающих каких-то там. Но опять-таки, если это, значит, будет применяться просто как припарка, да, ну это вот, наверное, эффект будет минимальным. Будущее предполагает много интересных событий. И третий вопрос про новость о том, что предполагаемого сообщника Эпштейна, модельного агента Дэниеля Саида, нашли мертвым во Франции у себя дома в коммуне Коломб под Парижем. Как думаете, успел ли он дать нужные показания? Возможно, не только в Британии сменится правительство. Не знаю, скажу честно. Может быть, если он уже убит или мертв, значит, может быть, и не успел. Либо успел не все дать показания. Потому что обычно, если уже человек дал все показания, он становится не опасен для фактически там, заказчиков. Хотя я не знаю как бы подробности вот этого все дела, если честно. Вот. Но то, что Эпштейн и его остров, это был такое не просто там сосредоточение зла, там, какого-то там, как многие говорят, сатанизма или там религиозного какого-то такого, или даже псевдорелигиозного какого-то. Сатанизм такого, запрещен в Российской Федерации. Какого-то такого центра разврата и даже какого-то там страшных вещей. Ну, если посмотреть, сколько он действовал, если посмотреть, какие персонажи туда приезжали, то люди, которые так или иначе с этим связаны, я думаю, не просто много знают, а там, например, есть такие убойные компроматы, как мы это уже видели там, при вот этих первых файлах, когда там и королевская семья британская, и многие, так скажем, там, европейские политики высшего уровня засветились там, причем не просто там засветились, что они там шашлыки жарили, да, и водку пили, да, и даже пьяные где-то валялись. Это, ну, как бы это бывает. А в других каких-то более сомнительных и преступных деяниях. Вот, я думаю, что, конечно. И Эпштейн со своими файлами, я думаю, еще выстрелит неоднократно. То есть те силы, которые стояли за этим островом, а у меня нет сомнений, что за Эпштейном стояли определенные силы, либо из спецслужб, либо из каких-то, так скажем, там других тайных центров, которые в том числе через вот такие вот сладкие ловушки, всякие, так скажем, преступные похотливые истории, и не только похотливые, они собирали не просто компромат, а убойный компромат. То есть, ну, представьте себе, давайте представим просто такую вот историю, что, предположим, там некоторые говорят, источники, что там за Эпштейном стоял Моссад в том числе, да. Вот представьте себе, какая-нибудь Моссад, я не знаю, ЦРУ, там, КГБ, там, не знаю, какая-нибудь другая разведка, естественно, она же работает на государство, так или иначе, спецслужба любая. И, соответственно, насколько становится сильнее влияние на принятие решений в мировом масштабе та сила или та государство, или те, так скажем, люди, которые владеют такой информацией. Если там, ну давайте вспомним, какие преступления там говорят. О каких преступлениях? Это педофилия, это всякие, так скажем, там действия, так скажем, нетрадиционные, назовем весь это так. Спектр запрещенных в Российской Федерации. Да, и не только. Там, чуть ли не каннибализм, да, там, или ритуальное убийство даже. Вот, ну, представьте себе, какой как бы компромат, а если туда действительно ездили всякие селебрити и, так скажем, такая сливки мирового общества, то это, конечно же, мощнейший был инструмент влияния. Такой высший мировой отстой получается. Ну, отстой не отстой, но я думаю, что такие вот оргии или такие вот вечеринки, так или иначе, ну, не могут быть не зафиксированы документально. Не только там какие-то фотографии, я думаю, что там есть еще и видеофайлы, и какие-то вещи, связанные с прямыми доказательствами. Даже банк артефактов с ДНК тех или иных. Да, да. Не говоришь о том, что там говорят, что там чуть ли не какие-то захоронения, какие-то ужасные там на этом острове, что там, в общем, что там творилось, это ужас. На твой взгляд, вся эта история с островом показывает существование в мире тайных обществ, либо это все именно вот история спецслужб, которые таким образом собирают компромат на так называемые элиты, тем самым манипулируют ими в дальнейшем? Тут все. Я думаю, что это показывает и о тайных силах внутри мира, то есть и о тайных обществах, и о тайных каких-то группах, и влияния, которые есть, и о спецслужбах. Очень часто эти общества и службы, они между собой, как бы сказать, сливаются и
там делают какие-то одни цели, плюс ко всему прочему, это показывает о том, что фактически у нашего мирового истеблишмента существуют такие пороки, которые, можно назвать нечеловеческими. То есть безграничная власть, деньги и прочее, они не просто развращают, как говорят, да, развращают абсолютно. И вот эта так называемая даже буржуазная демократия, которая, так скажем, там продвигается как некая модель, она показывает, что вот этими пороками, с этими пороками живут не только там какие-то, там, не знаю, там тайные монархии, условно, или какие-то там закрытые общества, которые там, да, бывают какие-то вещи, но и вполне себе такие так называемые демократические лидеры. Потому что если посмотреть на вот тех, кто там присутствовал, это мощнейшие фигуры в мировой политике, которые, я думаю, что там не просто, еще раз говорю, кофе пили или там даже алкоголь, и даже с какими-то наркотиками баловались, что, в принципе, для западной политической культуры это норма во многом. Просто потому что там либеральная западная политическая культура и наркотики, и они очень часто совмещаются. Вся суть упоротого капитализма отражена в файлах. Причем это не просто упоротого, а это именно такого нечеловеческого, назовем так. То есть вот эти люди, они не просто решают судьбу мира, но еще раз повторюсь, это вот огромные деньги, безграничная власть, соответственно, она разлагает абсолютно. Поэтому, кстати, я и выступаю за то, что роскошь, именно роскошь, не просто там кто-то там состоятельный человек, а роскошь, если человек поддается вот этим вот этой роскоши или поддается вот этой вот золотому тельцу или вот эти вот идеи безудержной наживы аморальной, то он рано или поздно придет именно вот к таким вот, к сожалению, результатам. Во всяком случае, я видел много, например, в интернете в последнее время ряд довольно-таки тоже серьезных обвинений по отношению к некоторым там российским олигархам, задокументированных. То есть, в принципе, этот порок, он поражает не только там каких-то там западных, а наши такие кристально честные, а всех, кто так или иначе имеет огромное количество денег. Так сложена человеческая натура, назовем это так, и так сложен капитализм. Скорее, да, вот именно капитализм, потому что человеческой натуре, здоровой, нормальной натуре, это противоестественно, противно, вредно, это нужно, то есть специально моделировать субъектов под вот такую деятельность, чтобы они... А потом наверняка заставлять принимать те или иные решения под давлением компромата. Тут даже заставлять не надо. Например, ты вот общаешься, там, ты как представитель, тот же самый Эпштейн, условно, с кем-нибудь скажешь, слушай, там, Джон, или кто-нибудь там, я не знаю, Билл, да, вот ты знаешь, тут мне кажется, что нужно вот как-то вот такой закон принять, так как этот Билл или Джон участвовал в каких-нибудь там массовых оргиях с какими-то там страшными последствиями, он уже тебя услышит, будет воспринимать не как даже, что ты его заставляешь, а как необходимое действие, потому что вы там из одного круга, потому что он понимает, что ты знаешь о нем много, а если ты еще намекнешь, что это, в принципе, может быть однородно какие-то, то тебе там ничего не надо, ты будешь просто рабом этого человека. Рабом. А что можно назвать политическими последствиями вот этих череды взрыва этих скандалов? Поднимается ли какое-то действительно протестное в мире движение политическое? Может быть, активизируется левое на этой волне или что? Или вот мы просто обсуждаем, кто где что делал, и все? К сожалению, я понимаю, что на остров Эпштейна были люди там, на этом острове, разных взглядов. И, например, там во Франции там были как и с левого фланга, так и с правого фланга там гостями этого острова. Так вот, пока я вижу, что какая-то часть истеблишмента пытается через вот эти файлы, наехать на другую часть истеблишмента. Я вообще в этом отношении пессимист. Если покопаться внутри, я думаю, что там 80%, не 80, может, там половина всех
высокопоставленных там каких-то крупных бизнесменов, чиновников, так или иначе прошли через этот остров с различной формой заглубления, назовем так. Черная инициация. Да, да. И, как бы в этом отношении как раз я думаю, что некоторые наши чиновники или какие-то олигархи, бизнесмены, сия чаша не пронесена мимо них. Вот. И, кстати, я бы, например, те наших чиновников или бизнесменов, которые хоть как-то, хоть раз посещали этот остров, даже если они просто там нет никаких компроматов, не просто их круто проверил, да, а вообще бы, так скажем, поставил вопрос о профпригодности раз и о нахождении на своем месте два. Потому что если... Тест Эпштейна ввести. Да, как бы так. Потому что это не просто какая-то, еще говорю, это была система. И слишком тяжелое обвинение к тем людям, которые участвовали во всех этих закрытых вечеринках. Вот. Не может нормальный человек участвовать в таких закрытых вечеринках. Не может. А если он уже участвовал в таких каких-то подобных, ты же, например, знаешь же, куда ты летишь, к кому ты летишь. Или, например, там службы безопасности каких-то чиновников или олигархических групп не понимали, что там может происходить на этом острове. То есть, если ты летишь на такой остров к олигарху, где, по-любому слухи существуют. Например, наш Прохоров уже всем же известный, что там он возил какую-то кучу девушек свободной ориентации, как говорят, да, на Крушавель и так далее. И все же, как бы он ни говорил, что это какие-то просто лыжницы были, горнолыжницы, которые с ним ездили, всем было ясно, что это были специально обученные эскортницы, которые, так скажем, там занимались определенными делами, не столь приличными. И все это об этом знали. И когда, если бы тебя, например, там пригласил или кого-нибудь, любого человека, там, Прохоров, сказали, поехали к нам на Крушавель, Прохоровский сценарий в этой ситуации выглядит вообще полностью соответствующим современным традиционным ценностям. Да, нет, я просто к тому, что просто любой человек, который хотел бы там туда поехать в Крушавель вместе с Прохоровым отдохнуть, предполагал бы, что он столкнется с какими-то такими с банальной проституцией, так или иначе. То же самое и к Эпштейну. Если ты летишь туда, к Эпштейну, то там, если ты с Эпштейном, кстати, встречаешься где-нибудь там в Нью-Йорке, я не вижу в этом никакой крамолы. Мало ли кто где встречается на нейтральной территории. Встретились, поговорили, кофе попили. А вот если ты туда к нему домой летишь, то, извини, отвечает по полной программе. Да, в общем, следствие покажет. Что же, вопросы на сегодня закончились, но я хотел бы тебя спросить относительно других направлений твоего пессимистичного взгляда относительно будущего. Вообще, мы концентрируемся в новом сезоне не только радиомитинг, другие наши программные продукты именно на будущем, на образах будущего. Что бы ты, как своего рода политический визионер, мог бы нам сообщить, что ты предполагаешь будет в течение ближайших 5 лет в экономике, политике? Предполагать могу, и даже есть для этого определенные основания. Первое. Экономика России находится в кризисном состоянии. И причем это затяжной и уже системный кризис, который даже признают всякие, так скажем, официальные источники. А драйверов роста для экономики пока нету, не вижу. То есть сейчас наша экономика по цифрам растет благодаря тому, что государство сконцентрировалось вокруг ОПК и, соответственно, вкладывает деньги в оборонку и в нашу промышленность в этом сфере для таких определенно конкретных нужд, связанных с СВО. Плюс ко всему прочему, большие деньги выделяются на фронт, на зарплаты и так далее, которые позволяют, показать определенный высокий уровень дохода, участия нашего населения в среднем по стране. Это первое. Потому что реальный сектор экономики находится в кризисном состоянии, то есть реальный сектор, который производственный, промышленный и так далее. А выход из этого кризиса в реальном секторе экономики пока не видно, потому что те же самые кредиты, те же самые деньги, сбыт уменьшается, у людей денег нету, а у предприятий денег нету, кредиты, так скажем, очень заоблачные, и, соответственно, множество предприятий в реальном секторе экономики так или иначе находятся в предбанкротном состоянии. То есть, если государство не изменит ситуацию, они обанкротятся. То же самое Россельмаш, то же самое АвтоВАЗ, те же самые еще другие какие-то предприятия. Это первое.
То есть кризис в течение нескольких лет продолжится. Второе. Социалка. У государства денег не хватает. Соответственно, государство будет через определенные инструменты, через инфляцию, через сбрасывание с себя социальных обязательств, экономить деньги, средства, которые должны пойти на социалку, на развитие, на образование, на медицину и так далее и тому подобное. То есть вот эти вот виды нашей жизни, они будут в кризисном состоянии. Понятно, что есть Москва со своим 6,4 триллиона рублей бюджетом, но в целом по стране, так скажем, где пилят там и плитку и так далее каждый год. Тут особая история. Вот. Второе. Я считаю, что произойдет обострение социальных, национальных, политических противоречий внутри нашего общества. То есть общество начнет политизироваться и начнет поляризироваться. Третье. Все острее будет становиться вопрос по поводу специальной военной операции. Этот год по социологическим опросам является переломным. То есть психологический барьер по восприятию специальной операции, военной операции, он в этом году закончится, может быть, в начале следующего. То есть уже в следующем году нужно будет явно, внятно объяснять обществу, какие цели, какие, так скажем, задачи у специальной военной операции, когда она закончится, либо когда она не закончится, какая модель дальше будет экономики, мобилизационная или иная и так далее и тому подобное. То есть мы в следующий год входим именно в такой вот неопределенностью. Дальше, к сожалению, мы можем предположить, а это уже видно реально, что противник в лице Запада и украинской стороны будут наращивать, эскалировать процессы как внутри страны, так и на фронте. То есть, грубо говоря, террористические акты, обстрелы, какие-то вещи, связанные с диверсиями, будут только увеличиваться. Вот. В ближайшее время, я думаю, что мы начнем сталкиваться с политическим кризисом, потому что выборы в Государственную Думу пройдут так или иначе, а после этого будут приняты законы, которые могут коснуться каждого человека напрямую. Я не вижу каких-то предпосылок к тому, что Единая Россия пойдет либо на либерализацию политической системы, либо, так скажем, на какое-то увеличение, на смену социально-экономического курса. Поэтому этот курс деградации будет и дальше. Но в то же время я вижу, что в ближайшие несколько лет настроения в обществе начнут меняться в нужную нам сторону. Что это значит? Уже сейчас господствующее настроение, я тоже видел эти цифры, социологические исследования, господствующее настроение в нынешнем году, это первое, условно, национал-патриотические настроения, то есть вот это вот как бы русское достоинство, национал-патриотизм, родина, там, антизападный и так далее. Плюс ко всему прочему, второе, это настроение, которое можно назвать тягой к социальной справедливости. Это такие просоветские, просоциалистические. Я не говорю, что именно это такие коммунистические, советские настроения, идеологически выверенные. Нет, это просто настроение. Людям не нравится рост цен, людям не нравится количество олигархов, людям не нравится, как себя ведут, так скажем, чиновники. Люди нищают и хотят социальной справедливости. Вот такие вот настроения сейчас господствующие. Я думаю, что в следующем году они не просто будут господствующие, они уже будут не только на первых эшелонах власти, они начнут переваливать и на верхние эшелоны власти в регионах и на федеральном центре. Соответственно, в течение 3-5 лет я думаю, что произойдет запрос общества на смену социального курса не просто на кухнях или в интернете, а уже в практическом политическом плане. Поэтому для нас это большой шанс для того, чтобы мирным, демократическим путем, без крови и так далее, пойти по новому пути развития нашей страны в сторону социализма или социально ориентированного государства реально. Перенос правильного настроения из кухонь в высокие кабинеты. Это я же помню, как в свое время в конце перестройки произошел такой резкий обвал вот этих вот настроений, в том числе и протестных, против того быта, против таких решений, которые были начиная от Павловской реформы и так далее. Вот. И потом это все сконцентрировалось вокруг неких фигур внутри политической власти. Да, эти фигуры были черные, Ельцин и так далее, которые воспользовались этими настроениями для прихода политической власти. Я считаю, что в течение 5 лет станет вопрос о политической власти.
политическом курсе, социально-политическом, куда мы пойдем, и кто будет управлять государством. Вот эти два вопроса. И третий вопрос – это передел собственности, который, в принципе, сейчас идет. Потому что запрос на национализацию огромен. Понятно, что вот то, что недра обогащают какую-то небольшую кучку людей, это несправедливо, и, соответственно, рано или поздно для того, чтобы государство выжило и пошло действительно по тому пути, который мы хотим, оно должно пересмотреть в том числе и вот эти вот вещи. Недра должны быть национализированы, банки должны быть национализированы, соответственно, экономика должна идти по другому пути развития. Иначе мы не победим, иначе мы деградируем, иначе рано или поздно наша цивилизация придет не просто в упадок, а в то состояние, которое, можно сказать, разрухой и развалом. Но настроения идут в ту область, которые должны рано или поздно привести к власти нас, социально ориентированных людей. Социалистов, патриотов, коммунистов и все левопатриотические силы, потому что другого пути нет. Либо к власти придут те силы прогрессивные, левопатриотические в широком смысле, пускай даже в виде коалиции какой-то, либо пройдет вопрос, там, в том числе и можно ставить вопрос о фашизации общества, затягивания гаек и формирования какой-то очень страшной гибридной системы античеловеческой, антинародной. Да, это спасибо лучше не надо. Ну что же, на этом мы завершим наш сегодняшний радиомитинг. Благодарим подписчиков телеграм-канала «Радио Аврора» за вопросы. Ждем новые вопросы в следующий раз. Радиомитинг для вас провели Георгий Федоров, лидер движения «Гражданская солидарность», автор телеграм-канала «Федоров здорового человека», член КПРФ, и политический обозреватель Федор Бирюков, телеграм-канал «Диспетчер». Подписывайтесь и на наши ресурсы. Мир вам. А в следующую пятницу встретимся.